Здоров, ребят. Ну чё, продолжаем проходить Кену, продолжаем гореть пуканом и так далее, потому что игра довольно-таки непростая. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем и поехали. Загрузонька. Там получается что, нам нужно сделать два побочных задания, завалить двух боссов еще по дороге и что еще? Ну в принципе там потом Тоси типа должен обратиться, и мы его тоже завалим. Макс Ланг. Привет. Здорово, Макс. Так, к сожалению, Тоси. И страх Тоси. Короче, нам по прямой. Кинопредира. Вот куда-то Давай сюда. я на отходосе. Угу. Так, где-то тут должен быть, по идее, шарик у нас, чтобы вот эту штуку открыть. Давай посмотрим. Где-то рядышком. Где-то я его тут видел. Это не то. Ладно, может быть, открыв вот этот вот портал, там где-то рядом что-то будет. Тропа охотника. Я так понимаю, босс будет охотник. Какой саспенс нагоняет на нас, да? Так, ну да, по идее, вот так вот мы сейчас пройдем и до него. Жаление Тоси, и потом до страха Тоси. И потом вот сюда. Собираем реликвии. Ну, короче, такой же расклад. Еще проход. Кинопредира. Лежу и думаю, о вчерашнем наломал дров и на работу не пошел. Мастер звонил, а я ее отвечал. Перезвони ему. Тебя ищут по-любому. Так, надо быстро, короче говоря. Вот так вот, да. По шнурику, короче, переместиться, иначе камнями заваливает. Блин, для этого-то надо перемещение юзать. О, все. Открыли этого чувака. Ау. Сконцентрируемся. Кинопредира. Ищут, и что я скажу им? Ну, скажи, заболел, я не знаю. Придумай что-нибудь. Тебе не 15 лет. Типа, скажи, что херово себя чувствуешь. Попробуй что-нибудь с больником, я не знаю, придумать. В больницу сходить. Вариант. Кинопредира. Проспал, скажу. Ну, у вас, если вот это вот прокатывает, то что проспал. Я не видел раньше таких меток. Похоже, они изображают более жестокую, что... Блин, я не успел прочитать. У нас, ну, допустим, такая отмазка не прокатывает, типа проспал. Если проспал, то хотя бы до конца смены должен выйти на работу. Ну ты понял, да? Короче, проспать можно на пару часов, а не на всю смену. Иначе это будет считаться прогулом. Так, а вот это что за линии такие? Подозрительные. Растяжка, что ли, у них такая? Подожди-ка. Кинопредира. В больницу не пойду, не в том состоянии. Ну, как раз в таком состоянии и ходят в больницу. Уже не знаю, может. Ну, как вариант, можно сказать, там сердце болит.
на придира. У вас жестко в копе. Это что такое? Что за... Где я оказался? Что происходит, я не понял. Я оказался под каким-то куполом, и у меня стрелы полетели. Это, видимо, как раз... Видимо, это фишка охотника. У нас, да, у нас в Гоке жестко. То есть, если ты прогулял, как бы, смену, то это увольнение в основном, так. Если у тебя отмазок никаких нету. Но иногда начальники жалеют, мастера жалеют и так далее, врубаются за тебя, если ты им пообещаешь, что больше никогда такого типа не повторится, и ты так не будешь беспределить. Вот. Кто-то просто у нас идет в больницу и просит справку. И все. Типа, ну, что ты заболел. Но в больнице в последнее время суют сразу же трубочку, если ты пытаешься откосить. Ну, на пьянку насчет этого. Если бы у нас еще не оставалось это знание, мы бы могли что-то там преодолеть. Эти инструменты были спрятаны неспроста. Ну, понятно, что ничего не понятно. Давай туда сходим. Море. Угу. Нас еще очень редко, но бывает, что жалеют прогульщиков. Прям держат их до последнего. Блять, опять в этом говне. Ну прошел. Короче, на эти растяжки лучше не задевать. Угу. Тут развилка, короче. Короткий типа или длинный путь. Ну, я знаю, давай куда-нибудь-то сходим. Допустим. Вот и шарик. Пацаны, фас. Короче, тут фишка задания в том, что надо вот сюда вот не попадать на эти растяжечки. Вырубаем стрелков лучше. Первым делом. Блять, все равно не успел. Ну, скорее всего, при этом, ну, с этим ботом нужно будет много стрелять. Это как-то вот тут не по прыжкам, они в основном угорают явно. То, скорее всего, будет завязан босс на стрельбе в основном. Начнемся. Это можно улучшить. Давай как раз. Ну и последнюю штучку там на 300 надо будет еще качнуть. И в принципе все скиллы забасаны. Угу. Как вариант, просто любопытство ради можно вот эти штуки поломать. Не знаю, что мне это дает, но вдруг пригодится. Так, ну идти явно надо. Так-то не сюда. Ну тут шапка. Нет, вообще, кристаллы в очко.
пока вот опять такая же херня бежишь, пока ля-ля-ля, все нормально. Потом начнется же подерка. Так, вот этот тлен как-то можно, да, разбить? Там шарик есть. Давай мы его используем. Че застрял-то? Ну, давай. Хорош. Не, ну я думаю, десятку в конце игры я наберу. Не знаю, куда ее девать. Ну, просто пусть будет. А, я чуть-чуть не долетел. Угу. Тут надо, короче, телепорт. Да. Ну, заставляет не забывать то, что все механики игры надо юзать, иначе тебе туби пизда. Угу. Вот тут у нас и босс будет, скорее всего. Кинопридира. Леша, да накосячил я. Все же работу менять надо по-любому. Ну, главное, чтобы не этот, как в трудовой не написали, то, что тебя по горбатой ёбнут, да и все. Это похуй, если в трудовой ничего такого нет. Надо менять работу, конечно, если она не устраивает. Я-то чё? Ой, не то. Короче, мы таким макаром, да, будем босса вызывать. Выше. Да ёпта, Робин Гуд сраный. Еще выше. Пиздец. Да вы что, издеваетесь? Тихо, я что там? Да я в этом говне находился. Ну и бля, надо ближе еще подходить к этой хуйне. Ты видел видео работы, как тебе? Ты уже спрашивал. Ну как, я чё, нормальная работа. Все так работают. Работа как работа. А ёб твою мать. Так. Где? Не вижу. Не успел. Вот сука. Вспомнилась такая тема. Я однажды дворником работал в детском саду. И у нас снегопад был жесткий. Снег почти хуярил неделю. Большой, тяжелыми хлопьями. И, мне же не сказали. Я решил чистить весь садик. Думал то, что вокруг детского сада нужно все почистить. Кинопридира. Воспиталки Нормально, ходят. если 2 через 2, а 4-1 не. Воспиталки ходят, улыбаются, здороваются, им все по кайфу. Я чищу этот детский сад. Блять, не успеваю. Да точнее попадать. Я чищу этот детский сад. Неделю на это потратил. Примерно так же. Ну, сколько снег мел, столько я и херачил. Да ёб твою мать. Потом мне заведующая говорит, а можно было трактор вызвать? Ну, спасибо, что почистил. Вот тебе 300 рублей премии. Я хуярил его по 8 часов, 7 дней в неделю. Так, ждем следующего. Да ебать, а что не получается попасть-то так? Хули так сложно?
Блять. Кинопредира. Ха-ха, 300 рублей это бутылка водки. Да. Короче, я вместо трактора поработал. Никто ничего не говорил. Блять, а? Чё за еботина? Почему не получается попадать? Так, собрались. Концентрируемся. Все, неужели? Так, и что произошло? Я успел? Нет, нихуя я не успел. Блять, вы заебали. Где это залупа? Пиздос, то выше, то ниже, блять. Кривая курва. Давай заново. Охуеть. Вы что, издеваетесь? Нет, еще дальше. Третья же есть. Подожди, я не попал, что ли, в этой херне? Да, заново. Так, давай немного иначе туда поступим. Вот у меня не получается попасть в эту залупу. Раз. Угу. С бомбы не прокатит. Нужен именно лук. Так. Ну, блин, у меня телепорт сбил. Короче, надо с применением телепорта очень точно стрелять в эту херню все. Блять. Точнее. Ну еще, блять, выше. Есть. Еще есть еще одну. От урода. Блять, ну чуть-чуть совсем не успел, но ебаный ты в рот. Ну задачку, блин, задали. Так. Давай, ну куда ты, блядь, ну. Что делает? А, ну у меня, потому что это говно не откатилось.
Блядь, а? Неужели? Это какой-то пиздец вообще. Причем залупа в том, что если ты сейчас не проебешь, естественно, ты проебешь. Первого трая, блядь, босса не пройти. Придется заново это все стрелять. Ну, быстрее, блядь. Максло. Ты все же донаты потрать на глаза Мираха. Да, я обязательно это сделаю. Неужели? Тяжеловато с геймпада стрелять. Так, подожди, я должен успеть. Все? Наконец-то. Что летает? Угу, маска. Да. Уж. Вот эта педрила, короче, меня стреляла из-под купола, да? У него лук прикольный. Члена битва. Где он? Я его не вижу. Хуя. Прикольный. Угу. Навык стрельбы, короче говоря. И сколько тут будут, ой. Ну-ка, причем по очень редким мишеням. Блять, он редкий, это, конечно, как понос. Где он? Заебись. В натуре класс. Короче, тот босс, если был танком, то этот скорее ДДшник. Ага. Заебись. Короче, жесткий чувак. Я понял, он хотя бы по этому говну стрелять не надо. Спасибо, блядь, большое. Блядь, я выстрел проебал.
Заебись, а как мне в него попадать-то? Че, хуешься? Как цель мне его не захватывает. А, подожди, захватывает. Кто-то захватывает. Но он тут же скидывает это дело. Я на нем не могу фокусироваться. Но деревья тут наше все. Не прицелиться нормально у него. Жесткий тип. Он именно то, что быстрый. Он летает вокруг тебя. Хуярит сразу в углу. Что-то попал, да, вроде. Чисто случайно, если ты в него попадешь. Так, подожди, он пока заглючил. Давай, давай. Блять. Я забыл совсем про эту атаку. Пиздец, я у него мало сношу. У него жизни еще просто вагон. И он тупо никогда практически не останавливается. Ну чисто, чтобы пострелять. Он только тогда тормозит. Ай-яй-яй-яй-яй. На. Но, в принципе, я не попал, что ли? Что за хуйня? Странно вообще. Я вообще не вижу. Ах ты, ебаный, ты пидорас. Да. Только теряешь его из поля зрения, он тут же появляется у тебя где-то за спиной. И добивает. Делал. Так, ну я в него попал, но он не присел. Вот так чисто его только мочить. Увороты, увороты и еще раз увороты. Блять, я не вижу его. Макс, вверх, как добавить. Как вариант. Сейчас попробую. У нас была какая-то тактика, блять, и мы ее придерживались.
И напряги. Почему я такой косячный? Помню, мать сказала мне, что я ошибка ее рождения. Эх. Серега, давай-ка не раскисай. Блять, он вообще наверх кидался. Ёбаный удар просто. Блять, заебись он делает вообще. Я не знал об этой атаке. А я что-то не заметил, у него бомба что-то сняла вообще. Я просто не уследил. Что-то я ему этой бомбой отнял. Просто с этим пидором надо очень внимательно, блять. Но тут деревья охуенно помогают. По идее, я в него попал сейчас. Сейчас не попал. Блять. Ты целишься, чтобы въебаться на его атаку сраную. Ну че он не присел-то? Типа это уже не работает? Такая тактика уже не катит? Да, ты в него попадаешь, короче, но он не присаживается. Я думал, типа, хотя бы разок надо ему попасть, чтобы он присел. Да, пусть добивает. Это пиздос. Жесть. Как обычно. Кинопредира. Я не раскисаю, Сережа Зязин очень помог, когда я голодал. Блядь. Спасибо ему. Я не хочу быть ошибкой рождения. Ну, когда Сереге благодарность потом выскажешь. Пытаешься в него влить хоть немного побольше дамага, он будет тебя хуярить. Значит, это говорит о том, что мне хоть и пожадничать, да? Так, он тут. Блять. Сука, да что он шустрый? Заебись вообще. Вот это, короче, ёбнутая у него атака, когда он просто улетает наверх. Я увидел краем глаза, как он приземлился куда-то там. Так, вторая бомба. Блять, тут еще и растяжки до кучи. Бляха, ну ты целишься, чтобы нахуй он тебя въебал просто. А кошки-то есть у тебя, пида? Я вот реально окон практически не вижу у него. Кинопредир. И тебе благодарность, ведь ты хороший человек тоже. Я сейчас плачу, реально слезы, вы парни с севера помогли мне чем смогли. Разве? Ну чем-то помогли тебе? Так, вот это любая атака. Заебись нахуй. То есть, короче, мне от нее вообще никак не уйти. Телепорт, наверное. Где?
Вроде сбил атаку его, да. Макс, такой этот, как его, Dark Souls, подобный бот был? Ты вроде шаришь за эту тему. Я вот вообще даже прохождения Dark Souls ни одной части не видел. Ай, остановился. А, не точно. Я его в тупую, блядь, выпустил из поля зрения. Да, пусть добивает. Короче, возможно. Да нет, хотя я не успевать буду щит вот такой юзать. Но можно, конечно, попробовать. Когда он падает сверху, у него просто, блядь, очень быстрые атаки начинаются. 3 штуки. И от них прыжками не уйти. Это либо подпрыгивать, либо телепортироваться, либо юзать щит. Пиздец, он быстрый. Во, ну куда ж ты понесся-то, блядь, а? Блядь, ну у меня как раз не тему стрелы кончились. Ну-ка. По-моему, у меня щит канает против вот этого его говна. Нет, не канает, походу. Не могу понять. Где он? Не вижу. Да. Больше 3 стрел ты мне не усадишь. При всем желании. Если не жадничать, то ты попадаешь у него только единственное окно, когда я что-то тут заюзал немножко. Так, а килки еще есть? Понятно. Я какой-то удар тут внезапно забацал. Я не виноват.
Короче, единственное у него окно, это когда ты сажаешь его на колено. На другое можно не рассчитывать. Пиздец. Потому что он вот так вот мельтешит, и в него нормально не попасть. Блять, а? Я не вижу. Только камеру поправлю. Это бот не для геймпада. Или даже получилось засадить странно, но я не знаю где он. Ну естественно, блять, он будет где-то тут. Ай. Да, до чего душный, блядь, босс, а? Да не, я не попаду в него. Ай-яй-яй-яй, прям, сука, на все комбо, блядь, влетел на него. Не прицелиться, нихуя не дает. Гнида. Что, где он? Я опять его потерял. Тут чисто в него попадать просто вот на скидку, если только. Вот так вот, чисто не целясь. Раз, вот не попал, все, до свидания, уворачивайся. Так, все. Блять. Ну это просто я у него, блядь. Реально только четверть сношу и все. Даже четверти нет. Меньше. Где он? Ну, не вижу. Что, нашел? Ну да, тут не попал, извиняйте. Вот он как четко, да, стреляет? Молодец. Ему можно позавидовать, блядь, меткость. Разжевать стрелок качал.
Ну да, то что, блядь, стрельба по деревьям, это еще было цветочка. Максвелл, надо тактику менять. Думаешь, что предложишь? Я вот не знаю пока. У меня что-то идей нету. Максвелл, что-то в этом не так. У меня что-то идей вот нету. Ну, допустим, вот я могу его немного затормозить. Да, все, я затормозил. Все, он победил. Бля, 100. Где он? Я потерял. Ах ты ёбаная, ты гнида, блядь. Я и удар въебал просто так. А он еще портуется, сучара. До чего ебаный. Или жалко не на что. Да, ваншот. Ну, у меня там, в принципе, один удар остался. Блин, это пиздец, а че он такой лютый-то, а? Надо реально с него просто вот не сводить глаз, это во-первых. Во-вторых, стрелять чисто навскидку. Максвелл, у тебя дамаг очень маленький. Да. Что не так в этом? Так смотри, чуть-чуть побольше дамага можно, ну, как от двух стрел, одной стрелой можно нанести, если ты у него, ну, долго натягиваешь тетиву. Либо у тебя есть, если желтый кружочек, тогда ты можешь стрелу с пленом долбануть. Все, больше максимально со стрел никакого дамага не вытянуть. Как-то его можно, ну, как-то его можно посадить на жопу с помощью стрел. Если он, допустим, садится, подбегаешь его, лупишь посохом, но надо высчитывать время, там буквально у тебя сколько-то 3 или 4 удара посохом, почти незаконченная комбо, и тогда он взлетает и наносит тебе урон. Вот еще одна тема. Короче, получается, у него окошко вылезает свободно, когда его можно лупить, когда он сидит на одном колене. Макс Ланг. Так он уворачивается от стрел, тут не так просто, как кажется. Возможно, сбивать и бить копьем. Так вот, чтобы сбить его посадить его, короче, на землю, надо в него попасть. Но как в него попадешь, если он просто чук-чук-чук-чук-чук летает вот так вот по экрану, портуется фактически. Ты камеру не успеваешь вращать, как он быстро перемещается. Ну это же пиздец. Вот такие вот у него все удары есть. Просто, блядь, он тебя сшибает четверть здоровья, такое говно. Вот. Он не дает прицелиться в него. Блять. Нет, нет. Ну я сейчас сам уже накосячил. Я врубиться не могу просто какие еще окошки, и как ему еще больше серьезнее дамага у него ему не нанести. У него нету там типа желтых шариков, по которым надо стрелять. У него вот чисто фиолетовая хуйня. Максимум, когда он сидит. Добрый день. Да, вот. Максимум, когда он сидит на колене, я еще могу попробовать телепортом его долбануть. Так, давай вот так попробуем.
Блять, еще не попал. Вот, пожалуйста, попал. А телепортом я в него просто не попал. Блять, он все равно... Это пиздос. Сколько? Он сейчас 4 удара нанес. Сука, мне камеру не поправить. Да ёб твою мать. Здесь. Он останавливаться не дает. Ты тупо типа, ну, ты тупо должен всегда быть в движении. Только короткими ударами в него можно попасть. Вот так вот заряженная. Ну, так настолько долго он не дает мне задержаться. То есть у нас получается раз, два, ну на третью секунду, короче, у тебя заряженный удар. Он снимет как 2 стрелы пущенные сразу. Вот такими короткими выстрелами, одиночными, его можно посадить. Но попробуй мне его, блядь, еще попади. Вот в чем проблема-то. Вот сколько у меня одна стрела у него снимает. Я не вижу его. Все, увидел. Опять потерял. В принципе, вот здесь еще окно есть. Когда он взрывными начинает, я его не вижу. Когда он взрывными начинает швырять. Точка, задел. Вот тут еще окно есть. Он задерживается хотя бы на секунду. Блять. Ну это все атаки надо учить, потому что, блять, не то. Я не могу разглядеть, когда я в шаре стою. Да, он тоже немного снимает у меня. Интересное, блядь, кино. Я думаю, если попасться на растяжку, то тебе вообще, наверное, труба. Когда он рядом. У тебя, скорее всего, просто захуярит ваншотом каким-нибудь. Пиздец, он просто не дает мне целиться. Где он? Угу. Вижу. Иногда наши взрывы, ну типа я попадаю в его стрелу, ну и в его взрыв там. Терял. Ого. Мой взрыв влетает в его. Я не вижу. Потерял его. Это тут. Не нужно близко к нему подходить. Ну, примерно вот так и надо его мочить, только без ошибок. Естественно.
Летать-то закончит когда-нибудь? Блядь, где он? Надеюсь, у него второй фазы нет. Если он еще сильнее будет бесноваться, мне его просто геймпадом будет не поймать. Сука, я выстрел проебал. Ай, не так надо было делать. Я забыл про эту атаку. Да. Ну-ка. Где он? Так, ну быстренько. Сука. Нихуя себе, он долбанул просто. Ну, куда кинули? Да ёпты, я же не вижу, что там происходит. Вы что творите-то нахуй? Пиздец, только отхилился, блядь. И тут же пизды. А деревья, которые его разбивает теперь. Да, ломать деревья, сука. Да, я не успел. Блядь, где хилы? Охуенно, я похилился на пол здоровья. На какой на пол? На четверть. О, походу он ускоряется. Ну, половинку я с него снял. Больше. В смысле, меньше половины. Ну, больше четверти. Прогресс. Годится, через пару часиков получится. Жопа будет, наверное, когда он эти деревья сломает. Я его не вижу. Я не вижу эту мразь. Где он? Ну вот так вот. Нет, херня. Заряженный стрелок сейчас не попасть. А вот это молниеносная, блядь. Я его не вижу. Он за спину вылетает. Где он? Угу. Ай, ну, на что я рассчитывал, блядь? Вот пизда.
Он таким макаром щит не пробивает, что-то я вообще эту тему не пойму. Блять, ну... Ну, была задумка, конечно, прикольная. Йоу, твою мать. Короче, вот таким макаром он деревья ломает. Я понял. Пиздос. Но от этого шара сраного только можно телепортом уйти. Без вариантов. Где он? Да куда ж ты, блядь, лезешь-то? Ну ёб твою мать. Полчан. Заебись. Ну это пиздос. Он не останавливается никогда. Он всегда, короче, тебя ебашит. Вечно прилетающий дамаг. И, как правило, просто с любых сторон. Он передвигается быстрее, чем я двигаюсь. В этом и сложность. То есть на него даже не всегда замедление времени так катит. Где он? Блять, я не знаю, где он. Вот, вижу. Я вечно пытаюсь, блять, ему урона влить, когда он только на меня. Когда он только на меня летит. Вообще нам нужно забыть про эти окна. У него 2 окна единственных. Когда он взрывными на тебя стреляет, то не факт, что ты попадешь. Пиздец. Вот, раз окно. Я сейчас заряженным, конечно, хотел долбануть, но у меня хилоту. Чё, я вот даже не вижу, откуда он меня атакует. Пока летит стрела, он просто потушится. Что мне же сделать, не знаю. Блять, ты в него целишься, а он просто клоняется и все. Заебись. Добиваешь, блядь. Что тебе сейчас сделать? Отходи от синьки и начальнику скажи, что позвони. Скажи, что больше не будешь, завтра выйдешь на работу. Вот и все. Я других выходов не вижу. Потом в ногу попал вообще.
Дело. Угу. Я заметил, что взрывной атакой с земли он не атакует. Он всегда в воздухе находится. Блять, я его не вижу. Он где-то сзади. Ай-яй-яй, ну блять. Просто я на секунду закончил уклоняться, и он выебал меня на четверть здоровья. Да, единственные два окна, которые у этого пидора можно выбить, это когда он хуярит взрывными и сидит от моей стрелы на одном колене. Ну, вот так можно, конечно, в него попасть, но это пиздец как редко. Потому что у тебя только заканчивается уклонение. Да, он быстрее, чем твои стрелы. Где он? Не увидел, блядь. Пизду пусть добивает. И лютая хуйня, вообще просто пиздец. Надо же. Так, я его не вижу. Ах ты ёбаный урод. Да ё... Слушай, а так получается, когда он этих несколько стрел выпускает, мне его на колено не сбить при любом раскладе. То есть, когда только взрывная атака у него идет, тогда эту падлу могу долбануть. О, пизда, ну. О, ни хрена. Я, короче, рискнул. Я охуенно сейчас рискнул, короче. О, понятно. Но риск был оправдан, я хотя бы половину у него снес. Надо было на последний шарик хилиться. Я пожил бы еще чуть-чуть. Пару секунд. Но когда он прыгает на тебя сверху, есть смысл, короче, юзать телепорт. Он тогда что-то мутит и получает по щам и надолго уходит в этот такой, в астрал, блядь. Понятно? Не совсем понимаю. То он садится на колено, то нет. Когда своими стрелами он быстро ебашит, и я в него попадаю все-таки.
Долго-долго целись. Да вообще все мимо, ну ёб твою мать, а. А мне стрелки. Заебись. Я просто сейчас два мощных выстрела с замедлением времени просрал, потому что он начал портоваться. Пошел нахуй, пуль добивай. Не вижу смысла. О, блядь. Надо же. Ну все, мне больше не надо делать. Вот что это было? Он разъебал просто мой щит. На четвертый удар ты, кстати, вот неплохо у него сносишь. Где он? Так, нет. Я его не вижу. Блять, заебал за спиной оказываться. Ну, пока неплохо идет. Надо же. Аж на 4 телепорта хватило. Ай-яй-яй-яй, ну что ж ты делаешь-то? У меня, наверное, просто заряда не хватило. У меня заряда не хватило купол сделать. Где он? Блять, ну не тупи. Давай, рискнем. Рискнем побольше задамажить эту падлу. Выдержал на пробу. Ай, блядь. Не вижу я его. Это очень плохо. Ага. Примерно заметил я его. Он больше шаров стал вязать. Блять. Ну вот как? Как это сволочи нормально, блять? Ты че там? Чуть больше половинки снимаем. Чуть-чуть.
Лютый, лютый. Короче, когда у него к середине здоровья приближается, он начинает деревья твои ломать. Я-то проебал. Где? Не очень. Так. Пока не остановится, нихера не стрелять. Я в него попал, но на колено не посадил. Где он? О, вроде попал. Чуть-чуть что-то он там не снес. Но так как я был в этом под щитом, блять, под щитом, он не задамажил особо, но зато он исправился, все нормально. Он захуярил меня потом. Ай, падла. Пиздец. Так, у него почти половина. Сейчас он купола свои начнет юзать. Золотые купола душу мою радуют. О, пизда. Я его не вижу. Я хуй знаю, как такие подачи переживать нормально. Короче, 3 выстрела стреляешь, и потом он поднимается еще на небольшую высоту. И есть еще варик. 4-ю стрелу ему засандолить. Это было быстро. Ну, так вот где-то, да. Можно попасть в него. О. Убить, как говорится. Ёбаный урод. Где хилы? Он решил атаки совместить. Ты сначала юзаешь телепорт, чтобы от него свалить. И банан хуярит купол, короче, и этот купол у тебя выебывает полздоровья. Но у тебя на этот купол своего, блядь, шарика не хватает. А он не успевает так быстро восстановиться. Нет, пиздец. Понятно, удар просто.
Почему дерево не появилось? Дерево, суки, украли. Я не вижу его, кстати. Вот так вот можно, кстати, да, попадать в него. Ныкаясь за деревьями. Гандон. Ну, куда? Попал. Блять, такой выстрел шикарный, просто просрал. Я просто попал в дерево. Ау. Это было больно. Да, естественно. Только вылез. Только вылез сразу. На тебе по щам. Жесткий тип. Представляю, что там будет еще с третьим боссом. И с этим вот, как его? Тоси. Да, Тоси его зовут. Там, наверное, все вместе. Она такая же подерка невозможная просто. Еще, сука. Еще на пару стримов хватит. Нет. Пусть добивает. Хуйня какая-то. В самом начале уже урона успел напихать мне как следует. Я удачненько в него попал. В самом начале ему. Ничего, так навалял. Даман 72. Привет, лайк, удачного стрима. Здорово. Спасибо. Блять, ну ты остановишься, нет? Сучара. Все, валим. Хуя себе, откуда эта подача прилетела? Вообще не понял. Вроде успел. Не знаю, не заметил. Блять, а что он сейчас затупило-то? Пиздос, он лупит просто и лупит. Где он вообще? Вообще просто хуярит без остановки. Так. Ну мы сейчас его не добиваем. Но лучше отхилимся на это дело.
Сейчас купола пойдут скоро. Точнее, они уже должны, по идее, идти. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Чё ж я так затупил-то? Все, валим хилит. Тупо ебаная. Просто все, кто я отхилил, блядь, он захуярил. Где он? Да, естественно, где-то рядом. Падла какая. Нет, сейчас пройдем. 1,5 часа мы только с ним возимся. Ай. Ну да, в принципе, на что я рассчитывал-то. Где он? Не вижу. Ну ты хоть останешься, нет? Понятно. Валим. Я не вижу его. Сзади где-то. Серега, давай, ты смогешь. Я постараюсь, Серега. Охуенно постараюсь. И он уже 2 часа кошмарит. Блять. По идее попал. Сварн, Сбил. привет всем. Да, Сварн, еще раз. Давай-ка так. Блять, а чё? А, у меня стрел просто нет. Где он? Я её не вижу. Понятно. Примерно увидел, откуда стрелы полетели. Нет, он не остановится сейчас. Это надо было попробовать сделать все-таки. Да. Чуть меня только он андрючил, блядь, стоило только на секунду встать. Гнида. Он тоже жесткий удар. Я добиваю. Тоже жесткий удар, короче, когда он останавливается на секунду и по земле на тебя летит. Я хуй знаю, тут и либо подпрыгивает. Потому что телепорт что-то не очень, он все равно как бы прицельно всегда в тебя летит. Возможно, под прыжок поможет. Не знаю. Когда-то стрелы могут его застанить. Но чаще всего нет. Эй, ну куда ж ты время теряешь? Не попал. Ой, косяк. О, ни хрена. Я вот неплохо ей переебал. Но он мне тоже. Надо дать должное. Нет. Точно надо выверять вот эти моменты. Этот босс поинтереснее.
Да, тот был, скажем, танком, а этот больше как ДДшник. Он, блядь, шустрый, как по нас, просто как по нас, блядь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Всегда просто надо быть в движении. Блядь, ну пусть добивает. Но всегда надо быть в движении просто. Он тебя достает вообще с любой точки. Постоянно он вокруг тебя летает и мочит, и мочит, и мочит, как заведенный. Ну, в принципе, сейчас уже атаки понятны. Ничего нового, по-моему, он пока не делает. Не знаю, как насчет третьей фазы, но во второй фазе он чаще юзает вот эти вот купола. Сейчас просто надо, по идее, одно с другим сопоставить, как бы, и все. Давайте ему пизды. Делаем. Попал, сука. Ваш дашь. Камеру, блядь, было не поправить никак. Сука. Почему я клавомышкой не стал играть, а? У меня было бы, наверное, побольше шансов. Теперь уже поздно. Свармч, Не да. я посмотрел, как другие играют, и уже не хочу сам играть. Да, потому что это, ну это Dark Souls. Ну ты гнида какая, а? Я не вижу его опять. Он значит там где-то. Тут баланса вообще нахуй нет. Мне нервы жалко. Баланса нету, тебя выебывают с колеи, когда ты сначала просто тюльпанчики, блядь, собираешь, а потом тебе жопу рвут. Со всей дури просто. Вот таким образом. Сучара ебучая. 4-6 атак у босса и твои длинные здоровье полоски, пизда. Странно, но я попал в нее. То есть даже такой мелочи реально, блядь, удивляешься, когда ты случайно в этого пидора попадаешь. Потому что, ну, реально, ты чаще не попадаешь. О, блядь. Я не успею. Я слишком далеко в него попал. Надо же. Я успел 2 удара ему сделать, пока он был на земле. И хуярил меня этой молниеносной, блядь, атакой. Что за чудо чудное? Понятно, надо валить. Где он? Где он? Понятно. Но теряет свой виду, какая-то паника начинается. Хуй тебя, гандон. Слушай, ну хорошо идем, я тебе скажу.
Я его не вижу. Ага. Зато он, блядь, прекрасно меня видит. Сучка. Приятно, валим. А, не туда я спрятался. Ну, кто знал, то, что у него такая именно атака пойдет. Он начинает их, походу, миксовать. Ну, слушай. Что-то такое, да? Вырисовывается, по-моему. Блять. Конечно, наверное, рано радуюсь. Ну, садись ты, ёб твою мать. Попадать-то попадаю, но он не садится. Так. Сейчас валим. Застанил даже его. Смею заметить, ни одного килла не заюзал. Приятно, вот и юзаем. Он теперь и такими взрывами. Цепом-то получше смотрится. Ай, это было больно. Где он? Так, стрел нету, мать твою. Блять, я рискую. Я реально рискую. Он еще быстрее стал действовать. Давай, последний. Есть. Ух. Жесткий хрен. 1:40 я его мочил. Это пиздос. Это предпоследний босс. Сейчас будет еще один и последний финальный будет. Это жопа. Суар. Да. Он лютый. Просто потому, что он быстрый. Пополняем. Увеличиваем, точнее, здоровье. Но от него толку нету. В основном. Суар. Теперь точно играть не буду. Не, ну, это, кстати, еще средняя сложность. Я представляю, что там на максималке стоит. Ну, там вообще, наверное, просто труба. Ну, реально для хардкорчиков. Там реально, типа, Dark Souls, Bloodborne, все вместе взято. Так, эти статуи стояли здесь задолго до появления нашей деревни. Учения древних племен созданы, чтобы помочь будущим поколениям в понимании природного равновесия. Мы не понимали их значения, пока не стало слишком поздно. Все, да? Немногословен, как обычно, дед. Так, дальше. Вот сюда. Но все равно, я думаю, если хотя бы так, знаешь, чисто не для стримов, можешь попробовать на легкой сложности.
попробовать пройти. Если будет бомбить, то, естественно, дропай. Дело того не стоит. Сидеть гореть просто так часами как бы тяжеловато. Я вот сам не люблю соус-лайки, потому что, ну, блин, мне тупо не получается в них играть. Если бы скилла побольше было бы, я думаю, может быть, и оно бы мне зашло. Ну, пока что я не особо тяну, скажем так. Надо было на легкую сложность. Ну, видишь, ты же не всегда тоже угадаешь. Для каждого разработчика сложность игры в разном понимании. Вот в чем проблема. То, что для кого-то это кажется легкой игрой, для кого-то сложной. Нет, дед ничего нового не сказал. И ты как бы, ну, ставишь на норму, и тебе жопа набирает. Я не играл в Dark ни одну часть. Я тоже. Просто не буду играть так проще. Я тоже ни одну часть Dark Souls не проходил. Bloodborne играл, наверное, ну минут 40, может быть, час. Где-то так, не больше. Вот, что еще? Sekiro. Побал, наверное, ну 2-3 раза по 2-3 часа примерно так. Серега, ты же на работе и сейчас и успеваешь писать. Серега, по-моему, вышел. Так, надо туда. Сварм. Чашки еще есть жесткая игра. Вот чашки я прошел. Чашки я прошел, но это было тоже сложно. Нужно, короче, 5 врагов. 5 врагов надо замочить, чтобы меня ни разу не долбанули. Ну, в принципе, проходимо, я думаю. Давай попробуем еще раз. Это стопудово опять битва за шапочку. Ничего конкретно крутого они тут не дадут. Серега, мне Bloodborne не понравился. Половину прошел, потом забил. Я из дома работаю. Стрим на заднем фоне, пока нет важной задачи. Сегодня, кстати, в новостях увидел то, что Bloodborne портирует на ПК. Вторую часть уже пилят. Кинопредел. Сережа и Леша, вы молодцы, дали мне надежду жить. Ну ты прямо это. Прошел? Да, прошел, слушай. Ну ты прям Серега, загнул. за Elden Ring все ждут. Elden Ring перенесли на месяц. Ты прям кинопредира это завернул. Дали надежду жить. Что за красноречие? Ну, мне наверх походу, да. Сейчас мы тут подырим, что есть. Ни хрена тут нет. По идее, игра-то в основном пустая. Построил тут хоть и есть, как бы какое-то присутствие есть в Metroidvania, но в принципе меня в ней и заинтересовало. Это типа головоломочки вроде как кто-то по отзывам написал то, что бывает сложные. Ну, я бы не сказал. Мне скорее просто не очевидные совсем иногда бывают. И поэтому начинаю, блин, мозги ебать себе. О, вот этой падлы тут точно не хватало. А чё он фиолета? Ну-ка. Ну-ка так. Я так понимаю, это подонок еще хилиться может, да? А, ну да, чё, как же нет.
Я его замочил, вроде успел. Пиздец, все тут нахуй. Кто-то сзади бежит. Вот, хуеть. Просто остановился, называется, на секунду. Чё, кто? С какой стороны? Я не понимаю, что за трэш. Блять, они просто спавнятся и все. Хуй знает куда, я не вижу его. Точки открытые. Я просто мочу, блять, эту падлу. Да ёбаный ты. Ты стреляешь в одного, тебя второй хуярит. Допустим. Кинопредира. Не завернул Лёша. Сережа меня мотивирует изменить гальс моего судна жизни в нужное русло. Я прошел опять это говно случайно. Я походу разыгрался типа того. Ну знаете, да, такую тему, то что сначала у тебя ни хера не получается, а потом как бы типа в кураж входишь, короче. Надеюсь, что это до конца игры энтузиазм этот не покинет меня. Сережа мотивирует изменить гальс моего судна жизни в нужное русло. Ну, Серег, это, конечно, хорошо, то, что тебя другой Серега мотивирует. Но по-моему, в этом возрасте нужно уже самому кого-то мотивировать, разве нет? Короче, я там, что соберись, тряпку, у нас еще 2 раунда. Так, сюда ж... Нет, не шарик. Go get it. 100 ньютонов, попец. 8300 собрал. Так, давай сначала вот в этот дом зайдем. А что, он просто сквозной и без никто? Может там хоть, ну и там на потолке что-то есть? Нет, вообще какой-то бесполезняк просто. Пустая игрушка часто встречается. Давай, что там внутри? Эй. Угу, пацанами надо управлять. И куда это кадушку нести? Вспомнился на эту тему анекдот. Мужик идет по лесу. Кинопредира. Согласен, но он меняет мою жизнь за счет денег. Мужик идет по лесу. Видит дом. Голос такой из дома. Заходьте. Он заходит. Хуяк, появляется стол здоровенный. Лавочка появляется. Голос. Седайте. Он сел. Хуяк, появляется кадушка перед ним здоровенная. С говном. И ложка. Кинопредира. Голос. Я Пробте. меняюсь. Голос такой. Пробте. Он попробовал такой. Фу, блядь, это же говно. Правильно, выходьте. Как-то так. Согласен, он меняет мою жизнь за счет денег. Я меняюсь. Ты меняешься с помощью денег, что ли? Это плохо. Это алчность называется, походу. Так, надо вон туда я переть эту кадушку. А мы сейчас этот алтарь запалим, и дверь, наверное, откроется. Я думаю, так. Угу. Заебись, везде порталы. Нет, не везде порталы появились. Надо потом в конце будет этот мост опускать.
По идее, вот ты крутишься-то на одном маленьком пятачке. Просто туда-сюда тебя с порталами. Какие-то активности тебя привлекают. В основном бесполезно. Так, где? Ага. Там же только наверху, короче. Вот этот дом один бесполезный, а во втором мы кадушку притащили. С говном. Правильно выход ты. Кинопредира. Леша, не травить душу, я Сереже жизнью обязан. Что же он такого тебе сделал? Что ты ему жизнью обязан? Что денег дал? Это странно. А как же жизненные ценности? Или это уже, блядь, не ценность? О, дай-ка постреляем. Эх, не попал. На вкидочку нужно было пострелять. Ну, все. Куда-то они все тащат меня по какому-то коридору странному, который вечно что-то петляет. Тихо, кто? Ясно. Хуй вы меня попадете. Я только что такого босса завалил дико. Не вообще. Вообще до пизды теперь на них. О, эти даже не добегают до меня. Кинопредира. Да. Серега, ну не в деньгах же счастье только одно. Я понимаю, конечно, когда с деньгами, то лучше. Но не только же в этом смысл жизни. Я понимаю, то, что когда бабки есть, смысл жизни искать прочее, но тем не менее. Не все же на бабле-то в нашем мире устроено. Я не спорю, это важно. Очень важный аспект в нашей... Да, блядь, я застрял. Да, куда? А, ну заебись, я понимаю, почему, блядь, меня туда не пускают. Сука, да вы кончитесь, нет? Нет, они не кончатся. Блять, меня ебут просто со всех сторон тут. Я не могу мысль закончить. Заебись. Не все в этом мире можно за бабки купить, я так считаю. Должны же какие-то быть, кроме денег, еще интересы у человека, правильно? Конечно, сытый трезвого не поймет. Ой, блядь, точнее. Сытый голодного не поймет. Ну или пьяный трезвого не поймет. Трезвый пьяного не поймет. Тем не менее, я думаю, что-то же еще должно быть в этой жизни. И все же на деньгах завязано. Суарь. Сколько боссов в игре? Тут видишь как. Он, допустим, раньше вот этот чувак был боссом, допустим, для меня, он считался боссом. Но потом эти боссы практически рядовыми мобами стали.
так не считал, не могу сказать. Пять, 7 точно. Ну 5 точно. Потому что раньше вот у этих мобов была шкала здоровья. Ну типа шкала здоровья считается по идее как босс вроде. Потому что у обычных мобов шкала здоровья маленькая. А тут сейчас их видишь, как дают тебе. Охуенно я портанулся. Надеюсь, не с самого начала надо проходить. Да, повезло. А. Там какая-то штуковина. Ну-ка. Он еще не умер дух исследователя, как говорится. Нет. Я не знаю, может быть раньше надо было это делать. Но меня тащат вот к этому. К этому порталу. Угу. Я понял. У меня время-то вышло, нет? Я знаю, давай чуть-чуть назад вернемся. Надо посмотреть, как вот эти вот камни. Угу. Походу назад придется возвращаться. О, что происходит? Куда они? Ладно, на шару побежим. Так, отсюда ты прыгаешь вот сюда. Ну вот дальше. Надо вот этот тоже ломать. Ох. 2 бомбы закидывать, получается, надо. Даже 3. Зачем вот эти кристаллы тогда? Они ворочают камни. Чтобы что? Ага. Блять, еще не долетаешь. А там тогда что за проход, не могу врубиться. Суан. Боюсь спросить, сколько раз уже умерла ГГ? Я думаю, она столько раз уже подохла, то что ее уже в принципе не существует во вселенной. Каких-то боссов ты проходишь, допустим, ну раза с 20-го, каких-то, блядь, с 50-го. И таких боссов очень много. Чё, куда? Куда он улетел? Заебись. А дальше? Угу. Вот это вот подтягивание к цветку очень похоже на анимацию Секиро, блядь. Devil May Cry 4. Он также тянулся там на руке так. Угу, опять пизделка. Я понял. Не так. Так, они... Нет, они не респавнятся, походу. Но их тут очень много.
Так, сначала вот этого петуха мы вышибаем. Блять, только остановился на секунду просто. Тут же подача. Стрим на фоне оставлю, надо поработать. Хорошо. Мне, кстати, тоже он скоро на работу. Надо не забывать. Блять, а ты-то откуда? Так, всем выйти из сумрака. Хуй знает в кого. Сварм. Если что, слышу. Хорошо. О, кстати. Замочив всех тут, я заработал себе на последнее улучшение. Проведите мощную атаку в нужный момент, чтобы нанести огромный урон. Это у нас, короче говоря, парирование нынче открылось. Таким вот образом. Кстати, у меня тут хилка была. Не зря ты этим говном тут всем занимаешься. Потому что тебе потом это все дело гораздо сложнее проходить, если ты не проходишь нынешние, здешние побочки. Они вроде как и не дают ничего. Типа шапочку тебе там дали, еще какое-то говно бесполезное, как бы. Но вот эти сложные побочки, они как бы, подготавливают тебя к тому пиздорезу, который будет дальше при боссе. А, наверное, это была мастерская кого-то там. Короче, чья-то мастерская была. Ну, пожалуйста, шапочка. Бесполезно. Но когда, допустим, на каком-нибудь боссе, который будет впереди, если полетят на меня куча противников, то уже будешь типа закален, короче говоря. Подготовлен морально уже. Ага. Вон я там прыгал. Не пойму. Ну опять, короче, я, получается, хожу тут по одному и тому же пятаку. Так, окей. Не то. Ну, в принципе, я успею еще. Так. Без понятия, где я оказался, и не знаю, еще дали мне. Ну, вроде, да. Как-то сюда. Вот опять. То есть до этого тебе жопу раздирали жесткими боссами, а сейчас ты просто прыгаешь, ты типа, короче, уже в другую игру ломаешь. Это уже как бы не то. Сбивают темп игры, и отсюда потом, возможно, я предполагаю только, может быть, я не прав, у тебя потом сложности наступают. Если был бы трэш постоянно, ну тут сейчас босс будет. Если был бы постоянный трэш, короче, то я думаю... Ага. Ты всегда был на чеку, скажем так. Все, да? 3 мелких чувака, которые, в принципе, безобидны. Тут сейчас еще 3 появится. И в оконцовке будет босс. Вот на этом пятаке мы с ним будем биться, потому что вот тут 2 килла есть. Сбивают. Отсюда она не нормирована, я считаю. Так, где третья-то, эта пижня это? Вот. Ну, быстрей.
Я так понимаю, то, что меня не... А, нет, отпиливают. Я думал, после вот этих 3 чуваков сразу же будет этот... Сразу же будет босс, и хилов не будет. Так, может быть рисунки разные на... На вот этих кадушках. Тут 4. Тут сколько? Ну, вроде как 2. А тут 4. Ну, давай, допустим. Вот это с этими местами поменяем. Ой. Мне показалось. Ну, как они справятся вообще? Угу. Никак, короче, они не справятся. Ну, допустим. Вот это сюда. Тут вроде как символы похожие. Давай, вот это сюда подставим. Пацаны, ну ёп. Что тупим-то? Вот, стой. Двигать объект. Вот это ставим сюда. Тут тоже такая как... Вот, загорелась. Значок вот этот белый закрывает обзор. Что за маска там нарисована? Так, а тут... Ага, все, я понял. Я понял отличие этих масок, наконец. Все, потащили. Просто главное в правильной последовательности их ставить, и все будет норм. Так, босс. Как звать? Но прикольно тем, что тут у каждого босса своя тактика, которую ты еще не всегда очевидно видишь. Свои паттерны и так далее, которые надо учить. Тайминги. Как в Cuphead тоже. Ты учил сначала действия босса, а потом наваливал ему. Угу. Самурай местный. Неплохо. Тут чисто он на этих, да? Ну вот это вот не очень. Ну, он какой-то странный, я скажу. Охотник был сложнее. Этот портуется. Блин, тихо, тихо, тихо. Довольно-таки медлителен. Но у него есть вот этих вот... У него есть вот эти 3 мудака, которые мне позволяют заряжать мои шары с суперударами.
И отсюда я могу в него побольше урона вливать. Вот типа того. Достаточно выучить, короче, его поведение. Будет норм. Совсем понятно пока? Сколько он времени находится в этой штуке, прежде чем портануться. Так, ясно. Ждем. И третий раз, да, будет? Ну, вот так вот и у него. Эй! Мне нельзя портануться, да, с этой херни? Что делать? Как быть-то, я не понимаю. Когда он тебя в эту клетку закрывает. Интересно, кино. Не вижу. Не надо похиляться. Вот тут я не знаю. Не знаю, пока как с этой херни выбраться. Допустим. Ну, слушай, у него интересное поведение. Не просто дрочилово, короче. Потому что тебя прямо остановиться не дает. Так, в этой штуке я урона не получаю. Давай так сделаем. Нет. Может быть, выбрать надо, типа в кого стрелять? Вот так эта клетка схлопывается. Где это? Подопечный наш. Ладно. Ай-яй-яй. У него окон больше. Гораздо больше, чем у охотника. Это я зря, конечно, сделал. Когда видишь такой круг, надо тупо сразу же юзать щит и не более. Даже на другое вообще не рассчитывать. Я даже его атаку могу сбивать. Да, причем нет, не только одну. Да, я тут не успел. Ну, неплохо, интересный босс. У него атаки забавные. И не такой душный, как этот, как охотник. Да, ну что же я рассчитывал тут? Где он?
аккуратнее сделаем. Не успел. Я бежал к хилам. Так, один шарик мы все-таки оставим-то. Пусть он тусуется. Мы его потом заберем, если позволят. Самая такая жесткая, по-моему, у нее атака, которой тяжеловато уйти. Ау, это было больно. Рискую немного, конечно. Мне бы лучше покилиться, конечно, было. Но... Ай-яй-яй-яй. Прилетело мне неплохо. Так, хилы. Я не успел. Я не успел хилов в себя набрать. Как меня этот гондон проклинул конкретно. Там в кокарду ему надо попасть. Так, какие удары у него по 2 идут. Потом у него начинается вот это говно. Портуется. Потом он появляется с малыми. На те, в кокарду прям. Вот, не очень. Пробую разные штуки. Так бы ему можно было пошустрее надавать. Ой. Держи. Так. Вот как отсюда выйти? Нет. Это полностью почти вышибает мой щит. Он любитель у тебя рядышком оказывается, в принципе. Что дает возможность. Да столько помереть надо, чтобы просто понять тактику. Да. Понимаешь тактику, можешь залочить. Бля, ну вот это жестко, конечно. Потом это все вместе сопоставить и, собственно, пройти. Так, он любитель у нас рядом с нами оказывается. Поэтому можно пробовать его атаковать. Ай-яй-яй. Пилот, я так понимаю, у меня нету, да? Блять, ну все. Ну давай быстрей.
щит выдерживает этот. Так, вот, я хил один хилку одну увидел. Все, валим. Гляемся. Я думаю, сейчас она замочит. Вполне. Ай-яй-яй-яй. Быстрее, ну, блядь, ну чё ж ты не уходишь-то? Нет. Дури у меня не хватит всего сейчас именно пройти, но я думаю, скоро ему каюк. У него атака, что ли, изменилась? Делай. Нормально, выдержал. Давай, давай, давай. Есть. Вот на петулечке, но все равно замудохал этого клоуна. Вот из этой троицы, короче, последней троицы боссов, самый такой интересный по атакам. Охотник был просто вот реально. Ну то есть воин, маг и лучник. Вот они все троем тут. Воин был чисто просто жирный. Надо было его пережить. Молодец. Да, молодец. Фимиам. Что такое фимиам, что-то непонятно. Вот, этого воина надо было тупо пережить. Охотник был душный тем, что он просто шустро перемещается и постоянно надо будет в движении. Вот этот чисто на внимательность, скажем так. Атаки понял и прошел. Тут норм. Так, давай сейчас с дедом потрещим мы обязательно. Но тут где-то еще, по-моему, внизу, если я не... Нет, по-моему, не здесь. Короче, раз тут все очистилось, там где-то внизу была штука, чтобы собрать какие-то, наверное, кристаллы. Так что, ладно, хрен с ним. Не пойду обратно. Просто портанусь, все. Стой. Подожди, дедок. Мы еще тут не закончили чуть. Нет, ни хрена тут нету. Красота-то какая. Лепота. Суарм. Остался всего один босс. Да, вроде как, последний. Я знал Тоти еще, когда он был мальчуганом. Я наблюдал, как он дорос до вождя. Угу. Я так понимаю, Тоти это у нас вождь племени. То есть бабы лесбиянки были этим кузнецами. А первый у нас был этот просто пацан, который, как его звать-то, блин? Как-то его звать был, я уже не помню. Он глубоко заботился о нашем народе. Но мы потеряли столько людей, что это подвигло его на ужасные деяния. И все. Ну такое себе тут, конечно, за лор поясняют. Ну и чё? Быстрого перемещения что не будет? Заебись. А, вон. Не вижу смысла ради там 300-200 кристаллов портоваться, точнее, идти по вот этому всему заковыристому полному портов пути, как бы, в очко. Я так думаю. Так, ну что? Тут, в принципе, и все, только вот на зал вождей деревни. Перемещаемся к финальному боссу. До работы у меня примерно час. Угу.
Вижу 2 хила. Члена битва будет тут, я так понимаю. Призывай. Ну, разок посмотрим эту катсценку. Загружаться придется много раз, так что потом мы ее будем пропускать. Your will is strong, Spirit Проводница Guide. духов, твоя воля сильна. The power of the mountain Сила shrine is горного mine. храма принадлежит мне. I took it to save my people. Я забрал ее, чтобы спасти свой народ. It's time, Toshi. Тоси, пора. Тоси Боси Let go, говорит, and we can restore your пойдем home и вместе together. восстановим твой дом. You wanna challenge me? Желаешь со мной сразиться? Так приди. Ну, я так понимаю, то что у этого чувака будут способности всех тех 3 боссов. Круто. Ну вот он мне напоминает с поведением своим. Ну, типа, кто-то из Devil May Cry, короче. Ёпта, Вергилий, точно она. Когда он удары такие вот отбивает твои. Я тебя вырвал, сраный урод. Надо понять, как его мочить. А кроме заряженных ударов... Ага. Кроме заряженных ударов уже как-то можно еще к нему подобраться. Он часто отбивает твои подачи, но не всегда. Вот, 2 стрелы попало, 3 он отбил. Есть ли у тебя время увернуть? Допустим. Нет, кстати, мне кажется, это еще не последний босс. Почему-то мне сдается. Будет кто-то еще. Он также присаживается, кстати, как охотник. И лупит, как тот первый самурай. Да, вот с такими атаками. Хуйня еще выучим. Надеюсь. Но он хотя бы не такой быстрый, как охотник. Но вот это вот непонятная, конечно, атака. Так, допустим. На, в очко тебе стрелу. У него прилично можно урона влить. Окон до хера, только не совсем пока понятно, как они действуют. Когда-то попадает у него стрелы, когда-то нет. Ах ты гнида. Я понял. Пули, короче, твои рикошетом.
Ну что ж, даже до хилов не дал добежать. Падла глумная. Кокарду ему прям. Пули твои рикошетом цветут. Тебе может в принципе повезти, и некоторые из них не попадут в тебя. Это пиздец какая походу рандомная хрень. Неплохо. Просто на 2 подачи все здоровье вниз. Редко у него такая атака проходит. Ну-ка, в посох. Допустим, 2, 3, нет. Но тем самым ты накапливаешь удары. Ты накапливаешь себе супер удар тем, что ты хотя бы вообще в принципе в него попадаешь. Единственное, что тебе может, блядь, не повезти, и он твою стрелу отбивает прям в тебя. Не совсем понятно, при каком раскладе это происходит. Так, на, держи кокарду. Во. Вторая сейчас стрела прилетела, третья прилетела. Вот как это работает? Сейчас попробуем вот так делать. Стой. Вот. Походу есть тема. Сразу же после своего выстрела уклоняться. Да раз. Я, по-моему, не успел, да? Да, он это говно свое выпустил. Надо такую атаку обязательно сбивать. Сука. Ну и вот это вот тоже подача прицельная. Даже вот так можно делать. Ах ты, сука. Он тебя по-любому достает. На 4-й удар. Значит, тут только порты и помощь. Да, ну хуй знает, я не знаю, как от этого уйти пока. Подожди, я ж сбил ему. Хер знает, как эту атаку теперь сбивать. До этого работало. Странный он какой-то.
поле страдания ГГ. Да, определенно. Тут страдаешь очень много. Блять. Хуя у него атаки какие пошли. Их не было. Вот. Ты ему сбиваешь вот это говно. Ау. Почему у меня-то удар не растет? Вот теперь растет. Я, блядь, пизды получаю. Молниеносно просто. Еще одна, блядь, атака. Чувак, да ты не охуел, блядь? Сколько у него этих атак-то, блядь? Поносник. Надо было лечиться. Я. Какие-то вечно ют, блядь. Как и не начинаешь с ним херачиться, он что-то новенькое придумывает. Не заскучаешь, короче. Надо было раньше прыгать. Блять. Так, не будем жадничать, давай лучше покилимся. Есть идея, может быть, его надо в этот круг заманить. Нет, не работает. Я вообще не знаю, как отбивать. Это какая-то ёбань. Сейчас, секунду, подойду.
Примерно понятно, короче, как от его стрел уходить. Но когда он другие атаки начинает юзать, что-то не очень. Блин, я забыл. Что-то игру заглючил. Бабу заглючил. Я ничего не делаю. Она встала, короче, в позу лотоса. И все. Ага. Почему-то не отбил. О, опять ее заглючило. Это очень странно. Почему вот так происходит? Я не в курсе. Из этого положения я, по-моему, никак не могу выйти. Вот опять. Суару. Смешно. Да. Что-то я такого сделал. Делал. О, понятно. О, опять я выключил. Это пиздец. Ну вот серьезно, что это за поза, блядь, лотоса? Эй, дайте выйти отсюда. Надо покелиться. Эх, замочил. Но половинку-то я у нее снес с помощью этих багов. Остыть, сучка. Хотелось мне на мужика чисто попробовать прям комбинировать атаки и лука и посоха, но нет. Не все так просто. На шару его не завалить, когда просто спамить ударом. У нас в самом начале была какая-то тактика, и мы ее придерживаем.
Вроде успел. Блять, ну я забываю. Забываю то, что сразу же отскакивать надо. Наверное, подпрыгивать надо, я не знаю. Просто, блядь, все уебывает сразу же. Ёбаный Тохи, блядь. Нет, надо хилять. Хотя я только что отхилился. Это пиздос. Достает, а? Охуеть, я у него даже половину не снял. Козел ты, блядь, драный. Да. Он странный. Я пока не могу понять. Ну-ка, прям в посох. Блять. Чё происходит? Может быть, когда он близко, надо все-таки щит юзать. Вдруг прокатит, а? Нет, так я удар не накапливаю, по сути. Да, не растет. Чё? Где он? Угу. Короче, самые такие лютые атаки — это когда он херачит на площадь с льдом своим, и когда из-под земли всякое говно фиолетовое лезет. Стой, есть бомбы.
круг задамажил, сука. Все, бомба в молоко улетела. Да, не вовремя все делаю. На тебе, гандон. Сука. Ну, естественно, я не знаю, блин, насколько близко к нему можно подходить, чтобы атаковать. По-разному он себя ведет все время, не могу врубиться. Блять. Или, может, просто устал. Не знаю, может быть. Ебать, он как штуцера въебывает просто. Он буквально, когда на секунду замирает, то пизда. Просто за какую-то миллисекунду добирается до тебя и хуяривает. Четверть твоего здоровья примерно. Блять, а? Я бомбу отбил. Что-то не так. И слишком ли дохуя у тебя так, молодой человек, блядь? За один присест просто. Я тебе врыло, сраный урод. Давай покилимся. Пиздос, я у него просто четверть снял. Да даже какой четверть? Ой, обман. Ебать вообще. Он этим говном целым, летающим. Захуйнул у меня полздоровья. Да. Вот это вот жесткая атака. Можешь подпрыгивать реально. Хотя нет. Он их сразу несколько делает. Он там бьет, получается, 4 раза, и потом круг возле себя херачит еще. Блять. Ну они же танят его, разве нет? Вот, сейчас. Прервал же его, вот так. Почему тогда не сработало? И все? Весь мой заряжен, ну да.
допустим. Ну как вот на это реагировать, я не понимаю. Вот насколько должна быть шустрая реакция и движение персонажа, то что у тебя просто даже меньше, чем, блядь, миллисекунда просто в раздумье, как он себя может повести. Уёбок. Вообще не то. Прыжки, блядь, тут вообще не про то просто. Взял заебением, но пидор пол здоровья. Ну, остальными атаками добил остальное. Ну, блядь, вот серьезно, как от этого говна-то уходить? Я хуй знает. Он какой-то, блядь, ёбнутый. Когда-то бомбы катят. Когда-то вообще ни разу. Сейчас я прервал его атаку. Блять, ну вообще не то дело. Просто вот одно его комбо, и он тебя выхуяривает просто всю шкалу здоровья. Блять. Пиздец. Я не знаю, как этого комбо ебаного уходить. Надо какой-то трешак. Он хуярит 4 удара подряд. Прыжками как бы от них не уйти. Так ты тоже урона не наносишь никакого. Ну, допустим, я прервал сейчас его вот так вот. Пиздос. Моими взрывами меня и захуярят. Заебал.
Блять, ну вот как? Реально, как он достает, даже когда я уворачиваюсь, на меня попадает. Нахуй. Убивай пуль. Ебазнат какой-то. Блять, я забываю. И не успеваю посмотреть, как он действует. Точнее, прилетает ли ему урон от бомб. Не успеваю. Мне не видно. Я реально хуй знает, как с ним быть. Слушай, что-то в этом есть. Ждем. Вот так вот. Сбиваем у него атаку. С вами. Да, жестко. И тогда только можно его в него попасть разок. Ай. Ой, блядь, да.
Когда он замахиваться начинает, швыряешь на него бомбу, она его встанет, и ты можешь, блядь, заряженно так вот, сука, провести по нему. Нет, это не катит. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай. Валим, блядь. Ну, короче, понятно, где у него слабое место, скажем так, где у него окно появляется. Теперь надо это все вместе соединить. Только заряженными ударами на него, блять, выстрел прокатит. Так, на 4-й раз он тебя догоняет. Давай. Ну, это было очень, блядь, быстро. Это было пиздец как быстро. Вот как? Как вот реагировать на это говно? Нет, пизду добивает. Он, пиздец, просто он очень внезапно бьет своим посохом иногда. Это как вот сейчас было? Значит, что, типа, моя тактика не работает? Вы это хотите сказать? Блять. Короче, он очень жирный сам по себе. Dude. Давай-ка так попробуем. Вообще не то нажал. Ну пиздец, он меня какими-то комбами зашвырял просто. И тут я потерялся просто. Сам запутался в скиллах. Так, смотрим. Ага. Ну, а почему? Короче, не всегда далеко я могу щит юзать. Но имеет место быть его посохом тоже ебашь.
Главное четко высчитать баланс применения щита и посоха. И чтоб съебаться успеть еще. От этого удара получаешь. Ну, в смысле, набиваешь. А, он упал уже. Хер его знает. Не очень-то что-то тоже действует. Что-то там поют, типа спина-спина. Не то заюзал вообще. Блять. Так, а ну давай на мужика. Оп. Нихуя не вижу, что делается. Люто. Если бы у него была бы покороче атака, ну, в смысле, вот не 4 удара, можно было бы один раз он тебе наносит удар, твоему щиту как бы похуй, но вторым он разбивает его. И тут только прыжки, либо тебе пиздец, я не знаю. Так, давай, пробуем эту тактику. Вот, он разбил, короче, щит. Суар, пойду отдохну перед стримом. Давай я тебя верю. Всем пока. Давай, счастливо. Тебя сегодня еще не оказывается, да, стрим? Блять. Неверно. Неверно, надо было похилиться. Ну ладно. Но и так он достает тебя в любом случае. Да, там. Он лютый.
Там премьера была. Ну, запись, короче. Свар. Пока. Давай, счастливо. Если на работе время будет, зайду к тебе на стрим. Блять. Ну я же вроде перепрыгнул за этот круг, разве нет? Он же типа за мной был. Идоры. Спина, спина. То ли свинья, свинья, они там орут. Нет, не так. И этой подачей он тебя в любом случае выгашивает. А почему я сейчас не выстрелил? Что за хуй? Блять, как это работает вообще все? Сука. Ебанутый этот Тоси, блять. Хоть не надо через всю карту к этому клоуну бежать. Так, как быть? Давай. Раз. Я все хочу ближние атаки ему научиться делать. Походу это, блядь, из ряда фантастики, наверное. Воу-воу-воу-воу. Так, а, блядь, а у меня щит кончился. И жизни заодно. Заебись. Все. Спина, спина. Пиздец. Вот как он? Просто, блядь, с половины поля тебя опять хуярит. В некоторых моментах он просто реально тебя бьет там, где он просто достать до тебя даже не может. Пидорас. Круто. Погоди, где хилы? Тени, я аж потерялся. Он я так переебал, что я забыл, где я находился. О, понятно. Отлично, я покилился. Вообще просто, блядь, красава. Ну, естественно, он добивает.
Прокатило почему-то с бомбой сейчас. Ну да. Чудо чудное и диво дивное. Потому что начинаю прыгать назад, вперед, я его хуёво вижу, чем он там занимается. Тут тоже надо, кстати, вовремя еще долбануть ему. По идее, если ты к нему подходишь, то он должен юзать одни атаки. Ау. Черт. Поторопился опять. Нет, этого педика мне за этот стрим не пройти. Пора на работу, надо собираться. Че надо, блядь, это думать? Его мочить. Он какой-то неубиваемый просто. Пиздос. Ну, в тебя один взрыв летает, и ты уже просто ничего не видишь, куда ты даже где ты находишься. И куда у тебя следующий прилетит. Они же летят-то тоже с разных сторон. Пиздец. Вот это как вообще? Тупо. Только начало, и он у меня уже заебенил все здоровье. Ну, давай, уходи. Хер знает, как к нему ближе, дальше держаться. Да. Пока вроде атак у других-то не прибавилось, но понятно вот то, что надо по нему стрелять, когда он взлетает. Причем стрелять вовремя. Вот вроде как с бомбами иногда получается. Он типа тогда щит не юзает. Давай, сука. Максвелл, что с Блядь. этой игрой? Почему такой маленький дамаг и так много хп у борца? Может, ты не докачался? Не думаю. Все скиллы прокачаны. Мне кажется, тебе тлен нужно искать риск. Тлен нужно искать.
Дело в том, что ты можешь тут пополнять себе здоровье только когда ты медитируешь. Медитацию ты юзаешь только после каждого босса. В игре больше точек активности никаких. Как бы я все обошел. Вот. Скиллы у меня все прокачаны. Блять, ну честно. Полоски жизни у всех боссов примерно одинаковые. Удары не все прокатывают. Я в него стреляю, он отбивает эти стрелы в меня. Я на него кидаю бомбу, он кидает ее также в меня. Единственное, когда я могу в него бомбу эту кинуть. Вот смотри, одна заряженная стрела. Вот так вот у него сняла здоровье. Вторая уже не полетела в него, он ее тупо отбил. Вот таким образом я могу сбить у него атаку. Кстати, странно, но... О, даже так. У него одна бомба, чего только стоит. Когда он начинает херачить меня 4 ударами. Все, блять, а я забыл, что у меня щита нет. Заебись. Все. Одно комбо у тебя выебывает просто половину здоровья. Как-то так. Дело не в прокачке. Либо я, может быть, какие-то окна не юзаю. Может быть, какие-то, не знаю, надо определенной тактикой его мочить. У него окно открывается перед ударом. Некоторые удары у него настолько, блядь, молниеносно, просто быстрые. Застанил. Ну и тут же он в ответ меня переебал. Вот, просто он выхуил у меня все здоровье. Смысл? Попробуем на легком. Спина. Короче, на легком у меня восстанавливаются шарики. Подождем. Ну давай, появляйся. Это мега взрыв получился. На легком я, скорее всего, с первой подачи пойдет. Да просто достаточно ждать и все. Держать его тупо на расстоянии. Там другие атаки не юзают, пока далеко от меня находятся.
Да, ну вот такой вот ебанутый Dark Souls. Ну да, а как же, я про эту атаку-то забыл. Все, тупо ждем. Ну где? На легком без базару, короче, просто его замочить. Ждешь отката твоих способностей и все. Мочит он примерно так же. Нет, поменьше, ну послабее. Че стал-то? Все, добиваем типа? Да, давай. Применяем тлен. На легком он проходит. Together. Когда тленыши собираются вместе, они способны на But многое. I have faced him Но once я before. встречался с ними и раньше. You may think you know these Ты думаешь, что creatures. знаешь этих созданий? Let me show Я покажу you тебе их their истинную true природу. nature. То есть они, короче, в одного мегатленыша соберутся сейчас. Максимум. Вторая стадия. Готов? Да, сейчас захуярим. Че, куда все делись-то? Вступите в бой, стойте в горном храме. Это вот тут? Да. Стой. Здесь можно типа медитировать? Нет. Ну, условия те же. Блядь, до него еще добраться надо, да? Ну давай, давай напролом. Я просто тороплюсь, то что мне еще мать его на работу. Поэтому... Да я думаю, тут ни хрена не собирать, ничего такого не надо уже. Как говорится, не до жиру быть бы живым. Яркий свет, яркий свет. Опять точно. Я же его вроде завалил.
О, пиздос. Нихуя его. Выстегиваю просто этого босса. Че, еще этих лупить надо? Нахрена мне с этим всем говном-то биться, а? Вот скажите мне, вот зачем? Типа потому что бот легкий, они посложнее просто его не могли придумать. Да, по чуть-чуть, короче, мы у нее будем сшибать. Нет. Тут по-другому птичка походу. Прежде чем добраться до финального босса, у тебя будут рефайты. Без накопления желтых вот этих вот хренов. Ты их как бы собираешь. Но это как бы без толку. Привет. Ну сколько нервов уже оставил вы? Ага-ха. Да, нервов до хрена. Лайкос тебе за старое. Блять. Наживать-то. Будут еще рефайты. Я таким макаром типа малых освобождаю. Что надо сделать? Нет. Давай бомбу, я не знаю. Понятно. Вот таким образом себе суперудары заработали. То есть, получается, таких рефайтов будет 4. Плюс еще параллельно ты мочишься с основным боссом. Жопа. Да, без базара. Ты у него много снимаешь. Давай. А может быть и не этот, как он, не 4 рефайта будет. Но они сейчас будут все твои способности типа юзать. Сейчас мы тут попрыгаем 1000 лет. Че, куда дальше? Эй. Дальше-то куда прыгать? Может, телепорт зайдет? Нет. Надо было как-то с камня сигать.
Да, хуй она дотянет до туда. Конечно нет. Что требуется-то от меня, не пойму. Тогда уж. Не достает. Ну давай ебать еще выше. Может в полете ебануть по ним? Тоже нет. Какая-то дикая хуета. Не, пизду. Надо на работу собираться, и пока это всю херню сейчас разберемся, тогда уж получается на 7-м уже, мать его, стриме. Как-то так. Спасибо, ребят, за просмотр. Спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока. Макс Лонг.